Всем привет! Поступил мне заказ на изготовление ремешка для камеры. То есть человек купил хороший дорогой фотоаппарат Fuji. У них такой более классический дизайн, под пленочные фотоаппараты больше. Вот. И там идет стандартный, если честно, такой унылый ремешок. Непонятно, с чего он сделан, какой-то дермантин там. Очень некачественно сделан. Поэтому человек хочет его заменить кожаным, заменить более таким, не знаю, оригинальным, качественным, таким, чтобы этот ремешок соответствовал и уровню фотографа, и уровню той камеры, которой он пользуется. Вот, значит, ничего придумывать не будем, то есть это замена стандартного ремешка, и сделаем по тому же типу уже наши изделия. Вот, есть размер, который мы обсудили с заказчиком. Ремешок должен быть по длине 90 сантиметров, поэтому никаких регулировочных рамок, пряжек, ничего не будет. Вот, мы его соберем на хольнитены. Вот, будет одна длина, которая не будет регулироваться у этого ремешка. Сам ремешок, он будет состоять из 3 частей. Значит, 2 вот таких вот лямки с карабинами, за которые будет цепляться камера. Так, и 3-я часть, это такое расширение при носке камеры. Как раз вот этот участок ремешка, он будет ложиться, допустим, на шею или там на плечо фотографа. Значит, эту часть мы сделаем из вот такой вот кожи с тиснением под крокодила, чтобы добавить в изделие индивидуальности. Вот, ширину этой полоски возьмем 35 миллиметров. Это все равно достаточно узко, поэтому используем, вот если здесь видно, более мелкое тиснение, чтобы на такой узкой полоске все равно было видно, что присутствует какое-то тиснение, и чтобы это выглядело красиво. Допустим, если такой лист кожи использовать на портфеле, то, естественно, мы вырезаем большой кусок, и здесь видно и крупные вот эти вот тисненные участки, и мелкие. На ремешке будет более выгодно смотреться именно вот такое мелкое тиснение. В общем, и еще будет 2 накладки, которые оденутся вместе с карабинами вот сюда на ремешки, и они будут находиться как подложка под карабином, чтобы он во время работы не царапал корпус камеры. Нарезаю полосы с помощью ремнереза, то есть постоянно пользуюсь этим инструментом. Очень удобная штука. Значит, толщину кожи я уже выставил, то есть это по сути расстояние между этими 2 планочками. Так, теперь выставляем ширину нашей полосы, 35 миллиметров, поджали и начинаем резать. Вот и все. Да, еще, конечно, обсуждали с заказчиком, что вот эта вот накладка на шею, она будет длиной где-то 60 сантиметров, но у меня максимальная длина вот этой вот полосы выходит 45, поэтому мы эту часть сделаем покороче, а вот эти вот лямки немножко удлиним, чтобы у нас в общей сложности длина ремешка получилась 90 сантиметров. Следующим этапом, что обычно я делаю, это задаю нашим заготовкам какую-то форму. В данном случае будем скруглять углы. Для этого сегодня используем такую вот шайбочку.
Значит, чтобы углы скруглились одинаково, делаю вот такие вот отметочки, точки на одинаковом расстоянии от угла. И получается, что потом подставляю, допустим, эту шайбочку вот к этой отметке, а с этой стороны вот по краю. И у нас получается после среза одинаковое скругление, что здесь будет. Вот. Изнанку я обработал стандартным для себя способом, то есть кожа растительного дубления, я заглаживаю ее обычно клеем СМС и потом наношу финиш. Основное отличие именно конкретно этого случая в том, что до заглаживания я еще снимал ворс наждачкой крупной, 40-й, из-за того, что он был достаточно такой большой, длинный, и пришлось его снимать. Вот можно видеть, что поверхность такая текстурированная получается. Чтобы поверхность стала более гладкой, ее нужно дорабатывать разными размерами наждачки, то есть выводить до мелкой и зашлифовывать. Ну, как бы для меня это не принципиально, то есть такого результата будет вполне достаточно для ремешка. Вот для сравнения, изнанка вот этой вот гладкой кожи, она была уже шлифована, изначально шла, и вот разница видна. Также еще использовал новое средство в качестве финиша. Это вот такая вот аппаратура Autolux от EXI. Мне иногда присылают производители или представители производителей, в общем, образцы для обзоров, для пробы. Вот. И они накапливаются, я в своей работе применяю. То есть для того, чтобы закрепить вот этот гладкий эффект, когда мы наносим клей СМС и заглаживаем поверхность, нужен какой-то финиш. Финиш можно наносить в принципе любой, кремообразный, там, жидкие аппаратуры. Вот у меня все, что есть, я как бы стараюсь использовать, чтобы оно не пропадало. В данном случае Autolux от EXI в принципе дал как бы нормальный результат. Вот. Теперь следующим этапом нужно снять фаски и обработать торцы. Да, еще один момент. Значит, хоть и изделие простое, но в принципе есть здесь над чем подумать. Вот. Изначально еще пришлось рассчитать размер вот этих вот лямочек, то есть высчитать вместе с длиной карабина, с загибами, вот как это все здесь будет у нас накладываться, и чтобы общая сумма получилась 90 сантиметров. То есть только потом вот я уже смог скруглить здесь углы, и у нас по сути получается готовые заготовки. То есть здесь где-то по 27 сантиметров, с учетом того, что этот ремешок вот здесь будет где-то 55 миллиметров накладываться, так здесь будет загиб, и удлиняем еще на размер карабинчика. Вот. Фаски буду снимать как обычно, то есть ничего особенного в этом нету. А вот торцы, конечно, обрабатывать здесь получится двумя способами. Значит, на вот этой более толстой коже
и широкой полосе я сниму фаски и заполирую торцы. А вот здесь вот, здесь неудобно их потом полировать, поэтому я их немножко зашлифую мелкой наждачкой и потом буду уже покрывать краской. Но чуть дальше покажу. Теперь, что касается обработки торцов. Значит, как я уже сказал, на вот этой вот широкой части обрабатывал торец клеем СМС, то есть наносим и с ликером вот так вот полируем. Перед этим, конечно, снял фаски. То есть у нас получается такой скругленный, вот, гладкий торец. Это что касается именно кожи растительного дубления. Так, и теперь вот эта вот полоска. Обычно, если полоски узкие, я не полирую так вот торцы, потому что получается не очень. И когда мы снимаем фаску, вот, начинаем полировать, то на вот таких вот узких полосках может быть видно такие вот как бы неровности. То есть в некоторых местах такой ремешок, он будет казаться чуть уже, там чуть шире. Поэтому я их не полирую. Значит, беру вот такая вот штуковина есть с наждачкой у меня и просто снимаю какие-то шероховатости на торце. Так, чуть-чуть снимаю фаску, вот эту внутреннюю, со стороны бахтормы. Вот, это все заглаживаю. И сейчас вот самое главное, это для меня просто было открытием. Здесь нет, не подписано. Это грунт от Финичи. Он прозрачный грунт для торцов под нанесение краски. В общем, он прозрачный, не знаю почему, может, мастера там скрывают. В общем, не видел обзоры, чтобы вот именно его так широко использовали при обработке торцов. В общем, что он дает? Это, в принципе, где-то такой же эффект, наверное, даже может лучше, чем, как же его, Edge KT от Fibbing. То есть он, вот этот грунт, по сути создает как бы такую пленку, он закрепляет нам торец, делает его гладким. Вот. И потом, допустим, если нам нужен какой-то цвет, вот сегодня я еще и окрашу это все, потому что видно, что здесь неравномерный окрас. Вот, мы просто поверх наносим еще краску для торцов, и все. Вот в этом случае я, допустим, сейчас делаю ремни, я покрываю все торцы вот этим вот средством, этим грунтом, и больше ничем не крашу. То есть немножко позже покажу вообще сам процесс работы и немножко как бы больше расскажу, где можно это все применить. Но для меня вот именно это средство, это просто открытие. Сейчас отказался от всего, там использовал кенды, использовал фибингс. В общем, сейчас работаю только с вот этим вот средством. Так, что мы делаем? Мы открываем. Быстро сохнет, нету едкого запаха. Ну, в общем, такая у меня штучка есть. Вот. Берем просто вот так вот наносим.
И вот что у нас получается. После высыхания торец становится более гладким. Вот. Конечно же, он не идеальный. То есть здесь есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. То есть можно, к примеру, оставить результат таким. Вот. То есть это в любом случае будет лучше, чем оставить торец необработанным. Вот. У нас все волокна здесь закреплены, и все гладенько, то есть достаточно презентабельно. Вот. Если хочется более каких-то идеальных результатов, мы берем наждачку, снова шлифуем, допустим, те микроворсинки, которые вот нам здесь мешают, эти заусеницы, и снова наносим, можем наносить тот же грунт, вот, можем наносить краску. И так до бесконечности, пока результат нас не будет устраивать. Как пример, вот покажу, с той же кожи сделал для своего ножа ножны. Вот. И делал вот торец. Да, он не идеален, но мне такого результата вполне достаточно. Так что эти средства очень хорошие, особенно при работе с кожей хромового дубления, там где мы не можем полировать торцы сликером, вот, где их нужно шлифовать и чем-то дорабатывать. Так, здесь вот еще покажу. После покрытия грунтом были большие такие ворсинки из-за того, что, ну, скорее всего, вот сама кожа, она видно, что здесь вот был большой ворс, и торцы тоже такие, не получилось их как бы загладить очень хорошо, качественно, поэтому грунт их закрепил, вот, как бы сделал более тверже, и потом я просто взял наждачкой их снял. Сейчас все гладенько, и дальше я просто торцы окрашу уже вот черной краской, тоже от Финичи. Вот, крашу я по рекомендации одного из мастеров, крашу кисточкой обычной, там, с художественного магазина. Почему кисточка? И я потом уже, когда начал работать, я понял, почему мне порекомендовали именно так работать. Значит, когда мы наносим кисточкой, то слой краски, он наносится очень тонкий, краска не течет. Если, допустим, мы наносим специально вот этой ручкой краску, то там очень такой большой слой наносится, и выходит, что краска может там оставлять такие капельки, течь куда-то, то кисточкой мы делаем более тонкую работу, краска быстрее сохнет, буквально вот нанесли, и она сразу уже высохшая, то есть мы можем наносить несколько слоев, ну, в общем, кому как удобно. То есть, если, допустим, большие какие-то ремни или очень много изделий нужно сделать, то, конечно, я пользуюсь ручкой для нанесения красок, потому что вот так вот сидеть, каждое изделие прокрашивать, это просто занимает очень много времени. Вот. К ванночкам я не прибегаю, то есть у меня есть и большая, и маленькая, заказал металлическую такую ванночку для окраски торцов. В общем, все это мне лично не подходит, потому что большой расход краски, краска в ванночке начинает сохнуть, становится более густой, в общем, тоже там много своих нюансов. Но такой вот вариант покраски или кисточкой, или ручкой, это для меня именно два таких самых оптимальных.
Торцы окрашены, и теперь детали уже готовы к сборке. Вот как вы видите, все гладенько. Они, конечно, не идеальны, то есть, чтобы прям в идеал, это нужно очень долго их дорабатывать, шлифовать, окрашивать. Это нужно потратить очень много времени, и в данном случае это будет нецелесообразно. Вот. В таком вот виде торцы выглядят намного лучше, чем, допустим, оставить их необработанными. И этого вполне достаточно для подобного изделия. Так, теперь нам нужно сделать разметку под шов и для декоративной прошивки. И пробить отверстия под хольнитены, которые у нас будут собирать наши детали. Значит, хольнитены будем использовать 7-миллиметровые. Для этого сделаем под них отверстие где-то по 2,5 мм. Использую такой вот пробойник, дырокол. Так. Отверстие я уже разметил, где нужно делать отверстие. Вот, поставил точечки. То же самое разметил место под карабин. Значит, карабин у нас будет становиться вот здесь. И от этой точки на одинаковом расстоянии сделал по 2 отверстия. То есть у нас будет здесь стоять 2 хольнитена. Вот. Очень удобен такой дырокол, если вам нужно делать большое количество отверстий в изделии. Удобно, быстро. Теперь нам нужно сделать разметку под декоративный шов, прошить и по сути уже собирать готовое изделие. Значит, разметку сделаем на расстоянии где-то 4 мм от края заготовки. Вот это будет выглядеть более гармонично в нашем случае. Вот, ставим 4 мм и размечаем. Дальше делаем саму разметку по уже размеченной линии. Кто смотрит видео, знает, что я сейчас работаю, пробиваю отверстие прессом. Все никак не сниму на него обзор. Вот. И для удобства разметки пришлось купить вот такое вот разметочное колесико с шагом 5 мм, так как все пробойники у меня с шагом 5 мм, под них взял такой вот разметчик. Чтобы облегчить себе работу, в общем, по разметке, и чтобы делать ее более ровно, на вот таких вот длинных участках применяю линейку, ставлю ее по линии разметки. Вот. Прижимаем и провожу. И получаем
разметку нашего шва. По вот этим вот точечкам выставляю потом пробойник и вырубываю уже эти дырочки прессом. Сейчас это все проделаю. В общем, сам принцип понятен. Проделаю отверстие, прошью и уже будем собирать. Вот такая получилась прошивка. То есть никакого функционала она особо не несет, просто как декоративный элемент. Вот. При прошивании таких длинных деталей я обычно использую две нити. Вот. То есть сначала прохожу одну сторону, прошиваю, заканчиваю шов, и потом вторую сторону. Шов заканчиваю наружу, потому что у нас потом здесь будет накладываться деталь, и в принципе она скроет окончание шва, и оно вот здесь вот не будет портить внешний вид. Плюс при носке камеры может вот здесь тереться, зацепляться, как-то потом этот шов как-то раскрутить, не знаю. Хотя здесь я все запаял. Ну, в общем, так будет лучше, на мой взгляд. Теперь будем собирать ремень в одно целое. Вот здесь еще думал, достаточно много места. Наверное, сделаю еще одно отверстие и поставлю 3 хольнитена. Хольнитены у меня есть такие вот остатки с черными шляпками. Вот. Сначала думал шляпки вот так вот наружу сюда поставить, черные именно. А потом подумал, что как-то они окрашенные, и получается могут потом поцарапаться, и уже будет не та картинка, которая надо. Потому изначально, наверное, поставлю я вот такой вот шляпкой вверх. Будет здесь 3 хольнитена светлых, и плюс сами карабины, они тоже в цвет никеля. Будет все нормально сочетаться. То же самое с карабинами. Вот здесь поставится 2 хольнитена. Вот. И карабинчики будут цепляться уже за ушко камеры. Ремешок собрал. В общем, запись видео занимает очень много времени. Я поспешил и, получается, упустил такой вот важный момент. Нужно было еще сделать подкладки под карабины. Я их не учел изначально при измерениях, и пришлось мне переделывать вот эти вот лямочки, то есть сделать их длиннее. Вот. И потратил на это немало времени, в общем, еще. Но теперь все уже готово, все нормально. Ремешок получается в пределах 90 сантиметров по длине, то есть как хотел заказчик. Поставил вот здесь вот 3 хольнитена с каждой стороны, как и говорил. Вот здесь черные шляпки. Так вот выглядит, тоже в принципе нормально. Если бы знать, что они со временем не будут царапаться, стираться, можно было бы сюда их вывести, тоже было бы красиво. Вот, значит, сделал эти подкладки. То есть теперь, когда к камере будет крепиться этот ремешок, то карабины не будут тереть по корпусу. Вот это основная их задача такая. Тоже поставил хольнитены. Таким вот образом сделал. Да, и здесь вот еще тоже одно из условий, чтобы я поставил свой оттиск. Ремешок узкий, не был уверен, что сюда станет как бы штамп, влезет по габаритам. Но в принципе нормально вписался.
Вот. Само изделие по окончанию, после сборки, уже покрыл финишем Splendida. Это как кремообразная аппретура от EXI. Сейчас пользуюсь только им. В общем, не знаю, на всех кожах, которые я пользуюсь, отлично себя проявил, поэтому по сути больше ничего в своей работе на данный момент не использую. Вот все изделия финиширую этим кремом. Можно посмотреть. То есть он не дает сильного глянца. Хотя там есть разные сплендиды. Есть, по-моему, более как бы умеренный глянец, и есть сильный. Вот у меня умеренный. То есть она не делает поверхность такой искусственной, хотя добавляет небольшой глянец. Ну, в общем, мне нравится. И нанесение у нее нормальное, то есть нету никаких вот этих разводов. То есть она хорошо впитывается. Вот. Так что такое получилось изделие. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.